Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусную, необычную закуску, которую я точно буду готовить на Рождество и Новый год. Все делается легко, а получается не только очень вкусно, но и красиво. Берем кусок красивого мяса. У меня здесь 1 килограмм 300 грамм, а называется она либо карбонат, либо вырезка, либо филейка, смотря где вы живете. Берем нож, и этот один цельный кусок мяса нужно разрезать таким вот образом, чтобы толщина мяса была 1 сантиметр, и у вас получился один длинный большой пласт. Не спешите, разрезайте все аккуратно, так, чтобы нигде ничего не прорезали. Мясо должно быть цельным куском, без дырок. Ну и вот примерно как-то так у вас должно будет все получиться. Этот разрезанный кусок мяса нужно будет посолить и поперчить. Сегодня я буду использовать смесь разных перцев. У меня на этот кусок пошло примерно пол чайной ложки соли и 1 чайная ложка смеси разных перцев. Но вы соль и перец можете добавить по своему вкусу. Затем этот кусок мяса сворачиваем обратно в той последовательности, как вы его разрезали, и отставляем в сторонку, пускай оно немножко напитается солью и перцем. Пока мясо будет мариноваться, мы возьмем 2 небольших луковицы и 2 небольших морковки. Лук нарезаем на небольшие кубики, а морковку полностью всю нужно будет натереть на мелкой терке. Затем лук отправляем на сковородку с небольшим количеством подсолнечного масла. Обязательно его нужно будет посолить и поперчить, и обжариваем его до полупрозрачного цвета. Затем к луку отправляем полностью всю натертую морковку и обжариваем все до готовности, так, чтобы у вас получилось все очень вкусно. Ну и после того, как лук с морковкой уже приготовились, выключаем огонь, отставляем сковородку в сторонку на чуть-чуть. Итак, берем кусок мяса, аккуратно его разворачиваем. Берем желатин и небольшим количеством желатина, где-то примерно 1 чайная ложка, стараемся равномерно распределить его по всей поверхности мяса. Затем наверх на мясо отправляем полностью всю обжаренную морковку с луком. Морковку с луком нужно будет выровнять равномерным тонким слоем полностью по всей поверхности мяса. Но с одной стороны, с той, которой вы начинали разрезать кусок мяса, примерно 5 сантиметров, мы ничего не разравниваем. Там должно быть пустое пространство. Еще нам понадобится несколько зубчиков чеснока, и вот таким вот образом, нарезая его на небольшие пластинки, нужно распределить его по поверхности морковки. Если вы чеснок не любите, его можно сюда не добавлять. Затем мы берем этот пласт мяса и стараемся его свернуть как можно плотным рулетом. Делайте все аккуратно, не спеша, так чтобы морковка как можно больше осталась внутри. Конечно, она будет стараться у вас ускользнуть наружу, это ничего страшного. Далее нам нужно будет взять нитку и связать этот рулет как можно плотнее. Если у вас есть специальные такие, как я их называю, чулки для выпечки или сетка для выпечки, будет еще только лучше. Но тоже нужно будет постараться сделать как можно плотнее. Стежок нитки, стежок от стежка должен быть примерно 2 сантиметра. Ну вот примерно как-то так у вас должно будет все получиться. Далее этот рулет нам нужно будет переложить на противень. Я всегда противень застилаю пергаментной бумагой, для того, чтобы его легче было отмывать после этого жира. Ну а чтобы наше блюдо получилось еще красивее, мы приготовим необычную намазку. В чашку либо пиалку отправляем 3 чайные ложки горчицы в зернах и примерно 1–1,5 столовые ложки обыкновенного кетчупа. Все, что есть в пиалке, хорошо перемешиваем. Ну а если вы захотите, сюда можно добавить любые любимые ваши специи. Ну а затем вот этим вкусным соусом хорошо обмазываем верхушку и бока мяса. После этого противень отправляем в разогретую духовку до 200 градусов ровно на 2 часа. Но смотрите, я думаю, что вы все знаете, как выпекает ваша духовка. Время выпечки будет зависеть от вашей духовки. У меня духовка старая, поэтому я буду выпекать ровно 2 часа. Мясо получилось слишком толстым, нужно, чтобы оно хорошо пропеклось. Через 2 часа в духовке у меня получилась вот такая вот необычная красота. Видим, что здесь соку получилось очень мало. Можно сказать, что вытекло всего лишь подсолнечное масло, а все соки остались внутри. Дадим этому большому куску мяса остыть полностью, а затем посмотрим, что же у нас получилось. Итак, мясо у меня остывало примерно 3 часа. Посмотрите, какой красивый кусок мяса у нас получился. Румяный, аппетитный, форму держит отлично. Берем нож, либо же ножницы, и вначале из мяса нам нужно удалить полностью все нити. Ну что ж, и самое время это разрезать и посмотреть, какое оно получилось внутри. Смотрите, форму мясо держит отлично. Получилось в виде рулета. Мясо внутри пропеклось просто шикарно. Если постараться нарезать это мясо на более тонкие пластины, его можно смело раскладывать на мясную тарелку.
будет не только вкусно, но и еще красиво. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Вот такой вот простой, необычный рецепт приготовления праздничного мяса на Рождество, на Новый год, на день рождения, на любой праздник, который вы пожелаете, у меня сегодня получился. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свое мнение в комментариях. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Также не забывайте посмотреть еще один интересный ролик приготовления не менее вкусного мяса. Всем пока!